Глава 2181. Скорбь 5 стихий. Даже обладая такими силами, Хань Ли удалось лишь насильственно поглотить энергию в свое тело, и только после процесса усовершенствования он сможет временно увеличить свои собственные силы. Однако такое количество энергии вообще не было проблемой для гигантской проекции происхождения истинного дьявола. Она с легкостью поглотила приближающийся пятицветный свет и только продолжала расширяться. Всего за 15 минут золотая проекция выросла почти до 10 тысяч футов в высоту и стояла как неподвижный золотой столб между небом и землей. В этот момент прилив духа начал спадать и вскоре полностью исчез, после чего зарождающаяся душа полетела к телу Хань Ли полосой золотого света. Они снова объединились в одно, и Хань Ли медленно открыл глаза. Почувствовав магическую силу в своем теле, которая была на грани переполнения, он пробормотал про себя. Это сработало. Это должно сделать мой прорыв немного легче. Как только его голос затих, он немедленно сложил ручную печать, прежде чем закрыть глаза, и яркий золотой свет исходил от его тела, а по всей его коже появились золотые чешуйки. В то же время на его голове появился лазурный рог длиной около полуфута. Золотой вихрь в воздухе разбился с хрустящим треском, а аура, которая была примерно в 2 раза более устрашающей, чем была, поднялась из тела Хань Ли. Все облака в небе были рассеяны этой аурой, позволяя проникнуть нескольким лучам сияющего солнечного света. В этот момент Хань Ли быстро делал серию ручных печатей, что-то напевая, и по бокам его тела появились 2 дополнительные золотые головы и 4 дополнительные золотые руки. В то же время цвет его золотой чешуи потемнел и начал излучать пурпурно-золотистый свет. Он активировал свою проекцию происхождения истинного дьявола в максимальной степени, и его огромная магическая сила начала приближаться к его узкому месту, как вереница гигантских волн. Однако казалось, что внутри его тела была невидимая плотина, надежно удерживающая магическую силу. Казалось, что процесс преодоления узкого места точно не будет коротким. Хань Ли продолжал атаковать узкое место, чувствуя изменения, происходящие в его собственном теле, и уже подготовился к длительной борьбе. Месяц спустя серебряная луна стояла на вершине горы, бесстрастно оценивая бассейн издалека, но в этот раз к ней присоединилась Чжу Гоэр. Хань Ли вызвал массовый переполох, когда начал свой прорыв, и это, естественно, заметила Чжу Гоэр, что побудило ее броситься к бассейну, чтобы посмотреть, что происходит. В этот момент бассейн был окутан примерно дюжиной световых барьеров, и хотя она изо всех сил впрыскивала магическую силу в свои глаза, она все еще не могла ничего разглядеть. Старшая Лин Луань, со старшим Ханем все в порядке. Прошло так много времени, могло ли что-то пойти не так? Спросил Чжу Гоэр настойчивым голосом. Вся территория окутана ограничением, поэтому я тоже ничего не вижу. Однако его аура становится все более и более мощной и практически равна ауре моего дедушки, так что с ним все будет в порядке, безразлично ответила серебряная луна, прежде чем сесть медитировать. Сердце Чжу Гоэр слегка успокоилось, увидев это, но она потеряла дар речи при виде проявления безразличия серебряной луны. Некоторое время назад она была чрезвычайно обеспокоена проблемами Хань Ли, но внезапно стала совершенно отстраненной и отчужденной. Если бы она не знала о том, что на серебряную луну повлияло ее искусство совершенствования, она была бы сбита с толку таким поворотом событий. На другой горной вершине Дао Се всматривался в световые барьеры вдалеке, в его глазах вспыхивал серебристый свет, и на его лице внезапно появилось странное выражение. Внезапно весь бассейн вздрогнул, и все световые барьеры сильно содрогнулись, когда раздалась череда сокрушительных ударов. Вспыхнул золотой свет, и около дюжины толстых столбов света вырвались из световых барьеров, рассеяв темные облака наверху. Затем грозная аура распространилась во всех направлениях, и даже зрачки Даоса Се слегка сузились, почувствовав это. Он сделал это. Его аура уже достигла стадии Великого Вознесения. Добьется он успеха или нет, будет зависеть от того, сможет ли он преодолеть предстоящую небесную скорбь, пробормотал Даос Се, по-видимому, очень знакомый с текущей ситуацией Хань Ли. Как только его голос затих, все световые барьеры разрушились, открыв золотую проекцию высотой более 10 тысяч футов. У подножия проекции находился шар пурпурно-золотистого света, внутри которого стоял Хань Ли, скрестив руки. В настоящее время Хань Ли все еще находился в своей дьявольской форме, но все его тело было запятнано кровью и пронизано бесчисленными тонкими ранами, которые быстро заживали со скоростью, заметной невооруженным глазом. Что было еще более странно, так это то, что Хань Ли стал значительно выше, а его конечности также стали заметно более мускулистыми, превратив его в высокого мускулистого человека. К этому моменту массивная кристаллическая платформа уже была разрушена, оставив только сильно поврежденную землю внизу, которая выглядела так, как будто на нее ударила какая-то огромная сила. Глаза Хань Ли были плотно закрыты, когда он стоял внутри шара света, и по всему его телу бродили серебряные узоры духа. Он оставался совершенно неподвижным, но при ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что на его лбу вздулись вены, а все его мышцы непрерывно извивались, как будто его тело изо всех сил пыталось держать какую-то устрашающую силу.
Вдобавок ко всему, ужасающее духовное давление, которое он излучал, заставило все пространства в радиусе нескольких километров застыть, и если бы какое-либо живое существо вошло в эту область, оно мгновенно было бы раздавлено в кашу. В небе над головой разбросанные темные облака снова начали сходиться, и шары пятицветного света вспыхивали внутри облачного покрова, быстро расширяясь с угрожающей скоростью. Всего за несколько вдохов пятицветные шары света увеличились до размера около акра каждый, скрывая за собой почти все темные облака. Скорбь 5 стихий приближается. Пока она говорила, сквозь равнодушный вид серебряной луны просачивался намек на эмоции. Жу Гоэр все еще понятия не имела, что происходит, но по реакции серебряной луны она могла сказать, что это было необычное явление, и она тоже пристально смотрела вдаль. В этот момент аура Хань Ли стала настолько устрашающей, что даже воздух вокруг него начал слегка деформироваться и размываться. Внезапно Хань Ли поднял голову и открыл глаза, прежде чем бесстрастно посмотреть на небо. Почти в тот же момент пятицветные световые шары наверху приобрели золотой цвет, после чего бесчисленные полосы золотого света посыпались ливнем, словно ливневый шквал острых лезвий. Золотая астральная ци. Хань Ли воскликнул при виде этих полос золотого света, но на его лице не было страха, когда он резко обернул себя рукавом. Около дюжины заклинательных печатей были мгновенно выпущены, прежде чем исчезнуть в близлежащем пространстве, и в следующее мгновение все созданные им формации были активированы, когда один световой барьер за другим возникал, чтобы защитить его внутри бассейна. Раздался взрыв громкого грохота, и буря золотого света обрушилась на самый внешний световой барьер, а затем мгновенно взорвалась, заставив поверхность самого внешнего светового барьера непрерывно пульсировать и мигать. Не более чем через 15 минут внешний световой барьер был полностью разрушен бурей золотого света. В результате образования освободивший световой барьер также стало несуществующим. Золотой свет мгновенно упал на второй световой барьер, и процесс повторился. Таким образом, то, что казалось бесконечной бурей золотого света, продолжало падать, и каждая полоса света была не менее мощной, чем средний летающий меч. Перед лицом такого яростного нападения 5 световых барьеров были быстро уничтожены. Однако прямо в этот момент Хань Ли наложил ручную печать, и массивная проекция позади него сжала кулаки, прежде чем броситься вверх. Сразу же поднялся жестокий ветер, когда за световыми барьерами появились кулаки размером с павильон, а затем устремились прямо к гигантским световым шарам наверху. Еще до того, как проекции кулаков соприкоснулись с полосами золотого света на своем пути, последние мгновенно разбились, и проекции кулаков быстро поразили золотые шары света. Раздалась цепочка металлических лязгов, когда один кулак отталкивался другим, а золотые шары света внезапно взорвались бесчисленными точками золотого света. В результате буря золотого света мгновенно прекратилась. Однако в следующее мгновение точки золотого света приобрели лазурный цвет, а затем сошлись, образовав шары лазурного света, которые были не меньше золотых шаров света. В то же время от лазурных шаров света начала исходить мощная природная аура. Глава 2182. Мощь небесной скорби. В следующее мгновение из лазурных шаров света появились полоски лазурной ци, а затем превратились в серию массивных бревен. Каждое из этих бревен было более 60 футов в длину, и они были не только необычайно тяжелыми, но и твердыми, как железо и сталь. Как только бревна появились, они посыпались сверху. Выражение лица Хань Ли осталось совершенно неизменным, когда он увидел это, и он просто наложил ручную печать, после чего над головой появились бесчисленные полосы ци лазурного меча. Полосы ци меча затем превратились в нити меча, которые образовали массивную сеть, и все гигантские бревна, соприкоснувшиеся с сетью, были мгновенно измельчены. Шторму гигантских бревен, казалось, не было конца, но все они были уничтожены лазурной сетью мечей, и со временем сеть мечей начала подниматься против шквала бревен. Однако лазурные шары света наверху неуклонно увеличивались в размерах, а бревна, которые они выпускали, также становились все больше и больше, достигая более сотни футов в длину каждая. Тем не менее, сеть мечей была образована скрепленными лазурно-бамбуковыми мечами облачного рая Хань Ли, и на его нынешнем уровне силы каждый меч был сравним с духовным сокровищем. Таким образом, хотя бревна падали со все большей и большей яростностью, они все еще не могли противостоять нитям меча. Раздалась череда оглушительных грохотов, когда сеть мечей поднялась в небеса, а затем снова превратилась в 72 полосы лазурного света, которые вонзились в гигантские шары лазурного света, а затем в безумии прорвались сквозь них. Все лазурные световые шары мгновенно рассыпались на точки лазурного света, а Хань Ли смотрел снизу немигающим взглядом. Спустя несколько мгновений точки лазурного света под темными облаками приобрели ярко-синий цвет, а затем сошлись, образовав массивные шары синего света. Эти светящиеся шары были примерно в 2 раза больше предыдущих, и раздавался приятный звук текущей воды, когда водопады яростно обрушивались сверху, словно шквал бесчисленных белых драконов. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он увидел это,
и он немедленно наложил ручную печать, после чего проекция происхождения истинного дьявола позади него открыла рот, прежде чем выпустить вверх вспышку палящего серебряного пламени. Пламя в мгновение ока образовало море огня, и когда вода и огонь столкнулись, огромное море белого пара начало проникать в воздух. В густом море водяного пара была нулевая видимость, и можно было только слышать шипящий звук, непрерывно доносившийся из тумана. Серебряное пламя, выпущенное гигантской проекцией происхождения истинного дьявола, усилилось в несколько раз по приказу Хань Ли, и пламя превратилось в нескольких огненных змей, которые погрузились в море тумана. В следующее мгновение раздались раскаты грома, и ряд серебряных цветов размером с павильон быстро появился в море тумана, а затем взорвался один за другим, разорвав море тумана на части. Всего за несколько вдохов большая часть тумана испарилась, и появились огненные змеи, поднимающиеся прямо к гигантским шарам синего света наверху. Грозная мощь серебряного пламени, скорее всего, мгновенно уничтожила бы шары синего света при контакте, но именно в этот момент над поверхностями шаров света внезапно появились бесчисленные дуги серебряных молний, после чего они резко увеличились в размерах. Внезапно каждый из шаров синего света слегка сжался, прежде чем выпустить шар воды размером с голову. Шары воды казались очень прозрачными, но в то же время чрезвычайно вязкими, а рябь на их поверхности образовывала серию голубых духовных узоров, излучавших нежный голубой свет. Эти шарики воды спускались сверху по череду грохота, а шары голубого света взрывались и исчезали в небытие. Выражение лица Хань Ли резко изменилось, когда он увидел это, и в следующее мгновение шары голубой воды были полностью затоплены серебряным пламенем внизу. Синий свет вспыхнул в огненном море, и водяные шары прошли сквозь пламя, не подвергнувшись ни малейшему воздействию. Тысячи речных вод. В глазах Хань Ли появился холодный взгляд, когда серебряное пламя, выпущенное проекцией происхождения истинного дьявола, мгновенно угасло по его приказу. Сразу после этого проекция сжала 6 рук в кулаки, прежде чем снова выпустить шквал кулаков вверх. Яркий золотой свет мгновенно вспыхнул на поверхности водяных шаров, когда каждый из них был поражен десятками ударов в унисон. Однако водяные шары смогли выдержать нападение и продолжить спускаться сквозь золотой свет. Сердце Хань Ли дрогнуло, когда он увидел это, и проекция происхождения истинного дьявола мгновенно приняла материальную форму, прежде чем начать серию яростных атак на нисходящие водяные шары. Раздался сокрушительный грохот, когда в воздухе появились бесчисленные золотые солнца, а также мощные ударные волны, прокатившиеся во всех направлениях. После того, как ударные волны утихли, водяных шаров нигде не было видно. Золотое тело проекции происхождения истинного дьявола все еще решительно стояло на месте, но его ноги погрузились в землю более чем на 100 футов, а большие части 6 рук исчезли, будучи уничтожены водяными шарами. Тот факт, что даже устрашающая проекция происхождения истинного дьявола была доведена до такого плачевного состояния, был свидетельством того, насколько мощной была вода тысячекратной реки. Хан Ли быстро наложил ручную печать, и руки проекции происхождения истинного дьявола мгновенно регенерировали во вспышке золотого света. Однако именно в этот момент вверху появился гигантский малиновый шар света, похожий на сверкающее солнце. Хотя в этот раз был только один световой шар, он был настолько массивным, что охватывал почти весь бассейн. После вспышки беспорядочных криков бесчисленные палящие белые огненные вороны вырвались из гигантского светового шара, а затем обрушились на него ураганом огненных шаров. Еще до того, как огненные шары приземлились на землю, над бассейном уже обрушился взрыв невероятно палящего жара. Глаза Хань Ли слегка сузились, и проекция происхождения истинного дьявола снова открыла пасть, чтобы во второй раз высвободить палящее море серебряного пламени. Однако в данном случае, как только серебряное пламя покинуло устье выступа, оно превратилось в ледниковое пламя. В следующее мгновение две вспышки пламени столкнулись, и два совершенно противоположных типа энергии взорвались в унисон. Таким образом, завязалось столкновение льда и огня, и ни одна из сторон не смогла одержать верх. Внезапно Хань Ли издал протяжный крик, прежде чем указать пальцем вверх, и бесчисленные полосы меча появились снова, прежде чем объединиться в массивный лазурный клинок длиной более 100 футов. Сразу после этого он начал что-то повторять, быстро наложив ручные печати. Полупрозрачный свет хлынул на поверхность гигантского лазурного клинка, и он мгновенно увеличился более чем в 10 раз по сравнению с первоначальным размером, увеличившись до более чем 3000 футов в длину. Яростное выражение появилось на всех трех лицах проекции происхождения истинного дьявола, и она схватила гигантский клинок двумя руками, прежде чем злобно полоснуть им вверх. Полоса лазурного света пронеслась в воздухе, и массивное лезвие прошло сквозь сталкивающееся пламя, прежде чем врезаться в гигантский шар света. Багровый световой шар мгновенно разрезался пополам, и магмоподобная жидкость хлынула наружу, взорвавшись вспышкой палящего пламени. Море огня внизу исчезло с оглушительным грохотом, но сразу после того, как проекция происхождения истинного дьявола убрала свой гигантский клинок, палящее пламя в воздухе превратилось в желтую пыльную бурю, которая разнеслась во всех направлениях. Внезапно все небо потемнело, и из пыльной бури начала просачиваться леденящая кровь аура войны.
Брови Хань Ли слегка нахмурились, увидев это, и проекция происхождения истинного дьявола немедленно снова взмахнула своим гигантским клинком вверх. Еще одна полоса пронзительного лазурного света прорезала небо, разделив всю пыльную бурю, но в следующее мгновение две половины пыльной бури снова соединились в одну, как будто ничего и не произошло. Массивный клинок, образованный всеми 72 лазурными бамбуковыми мечами облачного роя, и устрашающая мощь золотого тела проекции происхождения истинного дьявола не нанесли никакого ущерба полевой буре. Внезапно раздался звук боевых барабанов, сразу же вслед за которым появились группы серых воинов, похожих на глиняные статуи. Эти воины либо ездили верхом на чудовищных конях, либо были вооружены острым оружием, и их огромному количеству не было видно конца. Хань Ли резко вздохнул, увидев это, и, прежде чем он успел подумать об эффективной контрмере, пыльная буря внезапно понеслась вниз вместе с бесчисленными воинами. Выражение лица Хань Ли сразу же потемнело, когда проекция происхождения истинного дьявола снова ударила своим массивным клинком, уничтожая бесчисленное количество приближающихся воинов, только для того, чтобы они мгновенно регенерировали, прежде чем продолжить спускаться. Увидев это, зрачки Хань Ли резко сузились, и он сразу же сделал другую ручную печать. Внезапно проекция происхождения истинного дьявола отбросила свой гигантский меч, а затем мгновенно приняла форму своего золотого тела, когда вокруг него начали вращаться бесчисленные золотые руны. Затем золотое тело одновременно открыло свои три рта, выпустив взрыв белых ударных волн, которые устремились прямо в пыльную бурю. Раздался разрушительный грохот, когда белые ударные волны взорвались, затронув всю пыльную бурю. Глава 2183. Истинная молниеносная скорбь. После взрыва все серые воины в пылевой буре мгновенно превратились в пыль. Однако в следующее мгновение сотни тысяч воинов снова приняли форму, прежде чем броситься в атаку своим оружием, посылая сверху бесчисленные полосы желтого света. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он увидел это, и он указал пальцем на золотое тело проекции происхождения истинного дьявола. Белые ударные волны, испускаемые золотым телом, немедленно прекратились, и оно сделало большой шаг вперед, прежде чем взмахнуть 6 руками в воздухе. Раздалась череда оглушительных грохотов, и 6 толстых столбов света вырвались вперед, мгновенно объединившись в один, образовав золотой торнадо под пыльной бурей. Торнадо был высотой в несколько тысяч футов, из него яростно вырывались бесчисленные золотые руны вместе с взрывом невероятной силы всасывания. Нисходящие полосы желтого света были втянуты этой силой всасывания в торнадо, где они исчезли среди череды глухих ударов. Что же касается бесчисленных стражников в безбрежной пыльной буре, то их тоже тянуло к торнадо, как мотыльков к пламени. Всего через несколько вздохов вся пыльная буря рассеялась, оставив позади только темные облака и золотой торнадо. Торнадо все еще быстро вращался, внутри него непрерывно раздавался грохот, и Хань Ли вздохнул с облегчением, увидев это, и на его лице появилось восторженное выражение. Он махнул рукавом в сторону торнадо, выпустив серию заклинательных печатей разных цветов, которые быстро исчезли в торнадо. В следующее мгновение раздался глухой стук, грохот внутри смерча резко прекратился, а он начал быстро сжиматься. Спустя несколько мгновений смерч полностью исчез, и с неба рухнул хрустальный шар землисто-желтого цвета размером с голову. Хань Ли сделал хватательное движение, чтобы взять хрустальный шар в свои руки, и как только предмет приземлился в его руке, его рука непроизвольно слегка опустилась. Хань Ли немедленно принял меры, чтобы успокоиться, но в его глазах все еще светилось удивление. Хрустальный шар ничем не отличался по внешнему виду, но весил сотни тонн, и даже несмотря на необычайную силу Хань Ли, он почти выскользнул из его рук. Он не знал, какой тип материала был создан в результате принудительного сжатия полевой бури, но это определенно был исключительный материал для усовершенствования инструментов. Как раз в тот момент, когда Хань Ли обдумывал это, ци мирового происхождения в воздухе поднялась, и в небесах раздался раскат грома. Сразу после этого темное облако над бассейном начало сильно падать, а затем разделилось, образовав огромную дыру. Размер дыры составлял десятки акров, и внутри нее рядом с шарами ослепительных молний беспрестанно сверкали серебряные молнии, как будто мир молний перешел в это царство. Это же настоящая световая скорбь. Истинная молниеносная скорбь. Хань Ли пробормотал про себя с серьезным выражением лица, прежде чем спрятать предмет в руке, а затем выпустить серию лазурных печатей заклинаний по всем окрестностям, которые в одно мгновение исчезли в оставшихся образованиях. Раздался громкий жужжащий звук, когда оставшиеся образования были активированы в максимальной степени, создавая чрезвычайно толстые и плотные световые барьеры. В то же время 3 крайние горы, остававшиеся до этого момента неподвижными на месте, тоже наконец поднялись в воздух. Они выстроились в треугольную формацию над световыми барьерами, защищая Хань Ли сверху. После этого Хань Ли наложил ручную печать, и его 72 лазурных меча появились под крайними горами, а затем превратились в огромный лазурный цветок лотоса, который парил прямо над его головой. Истинная молниеносная скорбь, последовавшая за скорбью 5 стихий, стала причиной большинства неудач попыток прорыва на этапе Великого Вознесения.
Только преодолев эту скорбь, человек будет иметь право подвергнуться последующим внутренним скорбям. Несмотря на то, что преодолеть внутренние скорби было еще труднее, чем истинную скорбь молний, неспособность преодолеть истинную скорбь молнии означала бы верную смерть, тогда как у человека был определенный шанс на выживание, даже если бы он провалил испытание своими внутренними скорбями. Хань Ли быстро активировал все свои ограничения и сокровища, вспоминая истинные переживания преодоления молниеносных скорбей, дарованные ему патриархом Мо Сяо и Мо Цзиньли. Тем временем Серебряная Луна, Чжу Гуэр и Дао Ссе продолжали оценивать его издалека. Глаза Серебряной Луны все еще были совершенно безразличны, но на ее лице появился намек на беспокойство, в то время как Чжу Гуэр была полностью ошеломлена, увидев, как Хань Ли преодолел скорбь 5 стихий. Что касается Дао Ссе, он сложил руки за спиной и спокойно оценивал разворачивающуюся ситуацию. Внезапно он повернулся и бросил взгляд на гору далеко вдалеке. Некоторое время спустя Серебряная Луна, похоже, тоже что-то заметила и тоже обратила свое внимание в этом направлении. «Я не думала, что в таком укромном месте будут другие культиваторы. Похоже, мне придется их прогнать», пробормотала Серебряная Луна про себя, прежде чем внезапно исчезнуть на месте. Увидев это, Чжу Гуэр слегка запнулась и после непродолжительного колебания решила остаться на месте, а не следовать за Серебряной Луной. На расстоянии десятков тысяч километров группа полос света преследовалась другой группой, и обе они направлялись прямо к бассейну, в котором находился Хань Ли. Было около дюжины убегающих полосок света, и, судя по их аурам, все они выглядели людьми-культиваторами, большинство из которых находились на стадии зарождающейся души, в то время как женщина-культиватор, летящая впереди, находилась на поздней стадии трансформации божества. Женщина была очень красивой, на вид ей было около 20 лет. На ней было роскошное синее платье, и время от времени она с тревогой оглядывалась назад. Группу преследовала другая группа существ, окутанных дьявольской ци и дьявольскими ветрами, и все они состояли из элитных дьявольских существ. Все эти дьявольские существа находились на стадии трансформации божества или выше, и их возглавлял здоровенный дьявольский человек со змеиной головой, находившийся на стадии пространственной закалки. Из-за несоответствия между базами совершенствования двух групп, дьявольские преследователи быстро догнали группу людей-культиваторов. Вскоре преследователи оказались всего в нескольких километрах от людей-культиваторов, и женщина в роскошном платье, стиснув зубы, слегка замедлила ход, а затем перевернула руку, чтобы достать полупрозрачный белый котел. Она быстро положила руку на котел, и его крышка тут же отлетела, из чего изнутри вырвались бесчисленные полупрозрачные нити, которые затем рассеялись, прежде чем устремиться прямо к дьявольским существам. Эти полупрозрачные белые нити были чрезвычайно тонкими и летели по воздуху, как молнии. Преследующие дьявольские существа были застигнуты врасплох и немедленно приведены в замешательство, высвобождая все виды дьявольских способностей для защиты. Несмотря на это, все еще оставались два дьявольских существа на стадии зарождающейся души, которые были поражены белыми нитями и рухнули с неба в виде пары ледяных статуй. Предводитель дьявольских существ пришел в ярость, увидев это, и внезапно открыл рот, чтобы выпустить струи темно-зеленого тумана. Как только белые нити соприкоснулись с темно-зеленым туманом, они выветрились до светло-зеленого цвета и значительно ослабели. Змееголовое дьявольское существо затем подняло руки, чтобы выпустить около дюжины черных летающих трезубцев, которые полетели навстречу приближающимся белым нитям в виде полос черного света. Белые нити не могли сравниться с трезубцами и немедленно отбрасывались при контакте. Увидев это, на лице женщины в роскошном платье появилось мрачное выражение, и она быстро спрятала свой белый котел, прежде чем попытаться бежать, но было уже слишком поздно. Два дьявольских существа поздней стадии трансформации божества позади нее внезапно превратились в длинные полосы света, кружащиеся вокруг, чтобы всего за несколько вспышек отрезать человеческих культиваторов спереди. Выражение лица женщины потемнело еще больше, когда она увидела это, и у нее не было другого выбора, кроме как занять оборонительную позицию со своими подчиненными. Перед лицом этой ужасной ситуации ужас и отчаяние в глазах других людей-культиваторов были очевидны. В конце концов, существовало слишком большое неравенство в силе. Даже если бы им пришлось сражаться изо всех сил, шансов на выживание все равно почти не было. Воспользовавшись этой возможностью, дьявольские существа позади них устремились вперед и выпустили непроницаемый барьер дьявольской ци вокруг людей-культиваторов. Затем в глазах змееголового дьявольского существа промелькнул намек на намерение убить, и он немедленно приказал своим подчиненным убивать свои цели, прежде чем броситься вперед со своей дюжиной или около того летающих трезубцев в сопровождении других дьявольских существ. На лице женщины также мелькнул намек на отчаяние, но затем она тут же стиснула зубы, готовясь использовать ограниченную технику. Любому стороннему наблюдателю было ясно, что она готовилась пожертвовать собой, чтобы уничтожить как можно больше дьявольских существ. Однако едва она успела сделать ручную печать, как наверху внезапно вспыхнули пространственные колебания, после чего во вспышке серебряного света появилась великолепная фигура. Глава 2184. Встреча со знакомым.
Это стало полной неожиданностью как для людей-культиваторов, так и для дьявольских существ, но прежде чем они успели среагировать, серебряная фигура повернулась к дьявольским существам и холодно хмыкнула. Подумать только, что дьявольские существа посмели ступить сюда. Вы, должно быть, желаете смерти. Как только голос затих, из тела вырвался яркий серебряный свет, и бесчисленные полупрозрачные нити разлетелись во всех направлениях. Окружающие дьявольские существа были этим сильно встревожены и немедленно приняли защитные меры, но полупрозрачные нити проигнорировали всю их защиту, а затем прошли сквозь их тело, срезая их, как беспомощные сорняки. Даже змееголовое дьявольское существо стадии пространственной закалки было убито, и когда его тело рухнуло на землю, на его лице все еще было выражение недоверия и шока. Он возглавлял группу могущественных дьявольских существ, преследующих людей, которые были намного слабее их, и он думал, что это будет простая задача, поэтому потерять свою жизнь здесь, естественно, было жестокой насмешкой судьбы, которую он никак не ожидал. Напротив, все люди-культиваторы были в восторге. Их немедленно повела сверху вниз женщина в роскошном платье, которая сказала чрезвычайно уважительно: «Спасибо за спасение наших жизней, старшая. Если бы вы не вмешались, мои братья из семьи Сюй и я были бы убиты этими дьявольскими существами». Серебряная фигура, казалось, была несколько ошеломлена, услышав это, и спросила: «Семья Сюй. Это семья Сюй, из которой родом фея Ледяная Душа?» Женщина в роскошном платье тоже на мгновение запнулась, прежде чем осторожно ответить: «Вы знаете нашего матриарха, старшая. Мы все потомки матриарха Ледяной Души. Я сама не знаю фею Ледяную Душу, но у меня есть хороший друг, который разделяет связи с твоим матриархом. Как тебя преследовали дьявольские существа на всем пути до этого места?» Серебряный свет вокруг серебряной фигуры померк, открыв потрясающую великолепную серебряную луну. За время, проведенное с Хань Ли, она, естественно, узнала о существовании феи Ледяной Души и семьи Сюй, поэтому она внезапно приняла такое доброжелательное поведение. Если бы вместо этого она столкнулась с другой группой незнакомых культиваторов, она была бы гораздо более отчужденной и отстраненной. Женщина в роскошном платье почувствовала большое облегчение, услышав это, и спросила: «Хороший друг нашего матриарха. Могу я узнать имя старшего, о котором вы говорите? Возможно, я тоже о нем слышала». Вместо ответа на ее вопрос на лице Серебряной Луны появилось странное выражение, когда она ответила собственным вопросом: «Как вас зовут?» «Я Сюй Циньюй. Если у вас есть какие-либо инструкции для меня, не стесняйтесь их давать», — поспешно ответила Сюй Циньюй. Эта женщина была никем иным, как феей Сюй, с которой Хань Ли познакомился в городе Глубокого Неба, и с момента их последней встречи она перешла на стадию поздней трансформации божества. «Сюй Циньюй. Судя по твоему внешнему виду, ты, должно быть, женщина из семьи Сюй, о которой он однажды упомянул мне. В этом случае я воспользуюсь твоими услугами здесь. Доступ к этой области в настоящее время ограничен для всех посторонних. Патрулируйте территорию и следите за тем, чтобы другие люди не вторгались в этот регион», — с улыбкой приказала Серебряная Луна. Сюй Циньюй была довольно озадачена этой ситуацией, но все же сразу же ответила: «Для нас большая честь предложить вам наши услуги, старшая. Однако наши базы совершенствования довольно тусклые, и если сюда прибудут какие-либо могущественные существа, возможно, мы не сможем их остановить. Все в порядке, я дам тебе несколько талисманов, используй их, и если встретишь слишком сильных для тебя врагов, и я мгновенно прибуду на место происшествия», — ответила Серебряная Луна. «Понятно. В таком случае мы обязательно сделаем все возможное», — согласилась Сюй Циньюй, кивнув. На лице Серебряной Луны появилось довольное выражение, но как раз в тот момент, когда она собиралась сказать что-то еще, вдалеке внезапно вспыхнул серебряный свет, за которым сразу же последовал взрыв глухого грохота, от которого земля внизу слегка задрожала. «Хорошо, вот талисманы, мне пора идти». Выражение лица Серебряной Луны слегка изменилось, когда она взмахнула рукавом в воздухе, чтобы высвободить несколько серебряных талисманов, в то время как она исчезла со сцены в виде полосы серебряного света, быстро исчезая вдалеке. Сюй Циньюй поймала талисманы, прежде чем подозрительно взглянуть в сторону, в которой только что исчезла Серебряная Луна. Однако затем она сразу же обернулась и приказала неумолимым голосом: «Вы все слышали, что только что сказала эта старшая. Разделитесь на группы по 5 человек и отправляйтесь в разные стороны, чтобы патрулировать территорию». «Да». Большая часть группы сразу же дала утвердительный ответ, но были и те, кто обменивался нерешительными взглядами друг с другом. В конце концов, пожилой мужчина подошел к женщине в роскошном платье и сказал: «Цаню, тебе не кажется, что действия этой старшей сейчас были довольно подозрительными? И что это была за суматоха вдалеке? Что, если нас сметет? Может, у нас будут неприятности, если мы последуем ее указаниям». Выражение лица Сюй Циньюй слегка потемнело,
когда она услышала это, и она возразила. «Меня не волнует, что происходит в этом районе, это не имеет к нам никакого отношения, и я бы посоветовала вам не пытаться вмешиваться в эти дела. Кроме того, даже если мы отбросим в сторону тот факт, что эта старшая только что спасла наши жизни, наши силы слишком малы, чтобы мы могли пойти против ее указаний. Меня назначили лидером этой группы, так что я буду командовать здесь, вам больше не нужно говорить». Услышав это, на лице пожилого мужчины появилось неловкое выражение, и в конце концов он смог только ответить. «Конечно, прости меня за то, что я не смог должным образом оценить нашу текущую ситуацию». Остальные несколько культиваторов семьи Сюй, которые раньше также довольно колебались и, естественно, не осмелились противостоять инструкциям Сюй Циньюэ, увидев это. Таким образом, они разделились на группы по 3 человека и разошлись в разные стороны. Несмотря на то, что они патрулировали довольно большую территорию, их летающие сокровища позволяли им пройти каждый круг за относительно короткое время. Сюй Циньюй неторопливо летела вместе с 4 другими членами семьи Сюй, когда вдалеке внезапно появилась полоса пронзительного света, а затем мгновенно исчезла. Сразу после этого с того же направления раздался еще один оглушающий грохот. Сюй Циньюй не могла не бросить взгляд в этом направлении со странным выражением глаз, но она не осмеливалась смотреть слишком долго и немедленно призвала других культиваторов продолжать двигаться вперед. Тем временем огромная дыра в воздухе над бассейном уже раздулась до сотен акров, и раздались раскаты грома, когда молнии толщиной с резервуара с водой обрушились сверху вместе с шарами молний размером с павильон. Молния посеяла хаос по всему небу, и даже существо стадии Великого Вознесения было бы сильно встревожено такой пугающей сценой. Однако, несмотря на грозный шквал молний, падающих сверху, над бассейном располагались 3 горы, образующие треугольную форму, сдерживая большую часть молний. Каждая из 3 гор имела размер более 10 тысяч футов, и одна из них испускала серию серых ореолов, которые сводили на нет все молнии при контакте. Тем временем другая гора выпускала бесчисленные полосы невидимого меча Ци, которые уничтожали один шар молний за другим, в то время как последняя гора излучала ослепительный пятицветный свет, который заставлял все молнии взрываться при контакте. Под 3 крайними горами стояло гигантское золотое тело происхождения, которое выпускало ливневый шквал шаров золотого света, чтобы уничтожить часть молний, сумевших пройти мимо 3 гор. Еще ниже находился огромный лазурный лотос-меч размером около акра, и все молнии, которые смогли обойти все предыдущие линии защиты, были мгновенно уничтожены Ци-меча внутри цветка лотоса. Благодаря всем этим защитным мерам, которые Хань Ли тщательно разработал, ему удавалось до сих пор оставаться невредимым даже перед лицом настоящей молниеносной скорби, которая в прошлом унесла жизни бесчисленных культиваторов. Однако Хань Ли прекрасно понимал, что основной причиной этого были 3 крайние горы. Несмотря на то, что он еще не прошел все 5 из 5 объединенных экстремальных гор, 3 крайние горы все еще были чрезвычайно эффективны в сопротивлении молнии скорби. Только с этими 3 горами Хань Ли смог легко свести на нет большую часть молнии скорби, а оставшуюся молнию невзгод сдерживало золотое тело происхождения и лазурный меч лотос. Несмотря на это, для Хань Ли это все равно оказалось настоящей борьбой. Мало того, что его лицо стало очень бледным, на его лице появилось хрупкое выражение, которое предполагало, что он уже исчерпал большую часть своей магической силы. В этот момент Хань Ли наконец понял, почему существа стадии Великого Вознесения были так редки в царстве духов. Его магическая сила и физическое тело были гораздо более мощными, чем у среднего существа поздней стадии интеграции тела, и он провел такую обширную подготовку, но даже он изо всех сил пытался преодолеть эту истинную молниеносную скорбь. Какой шанс будет у других существ на стадии интеграции тела? Как раз в тот момент, когда Хань Ли обдумывал эту идею, настоящая молниеносная скорбь достигла своих последних моментов. Край массивной дыры яростно вспыхнул, а затем внезапно начал сжиматься, а море молний внутри нее быстро сжималось в шар. Не прошло и 15 минут, как в воздухе пронеслась аура разрушения, похожая на конец света, и в небе сформировался черно-белый шар молнии. Глава 2185. Черно-белая молния. Хань Ли посмотрел на шар черно-белой молнии размером с дом вверху, и его зрачки тут же слегка сузились. Он знал, что это был последний момент настоящей скорби молний, и его способность успешно преодолеть ее будет зависеть от того, сможет ли он противостоять этому последнему шару молнии. Таким образом, он сразу же глубоко вздохнул, затем открыл рот, чтобы выплеснуть 3 глотка эссенции крови, прежде чем сделать ручную печать. Сущность крови мгновенно превратилась в десятки малиновых рун, которые взлетели в воздух, а затем в мгновение ика исчезли в 3 крайних горах. Затем 3 горы начали сходиться к центру, прежде чем объединиться в одну, образовав массивную трехцветную гору, и она уменьшилась до нескольких сотен футов в высоту, в то время как от нее начала исходить огромная аура. Эта техника объединения 3 гор в одну казалась очень похожей на окончательную форму объединенной горы 5 крайностей, но на самом деле они были совершенно разными. Объединенная гора 5 крайностей была создана путем настоящего слияния всех 5 гор в одну посредством усовершенствования,
и ее можно было легко объединить или разделить по желанию. Таким образом, его сила намного превосходила силу этого принудительного объединения трех крайних гор. Мало того, что для объединения трех крайних гор потребовалось затратить эссенцию крови, они могли поддерживать эту форму только в течение очень короткого времени и выдержать только одну атаку. Это была техника, которую Хань Ли разработал специально, чтобы помочь себе противостоять испытаниям на этапе Великого Вознесения, и после того, как три горы объединились в одну, черно-белый шар молнии обрушился сверху, устремившись прямо туда, где находился Хань Ли. Этот черно-белый шар молнии сильно отличался от предыдущих молниеносных атак, поскольку был пропитан силой законов неба и земли. Он уже захватил зарождающуюся душу Хань Ли и должен был следовать за ним во все уголки мира, если не будет аннулирован. Конечно, больше всего в этом шаре молнии пугала та сила, которую он содержал. Если нормальное существо на стадии интеграции тела хотя бы взглянуло на этот шар молнии, оно немедленно превратилось бы в пепел. Увидев это, Хань Ли немедленно начал что-то скандировать, и золотое тело происхождения синхронно подняло 6 ладоней вверх. 6 шаров золотого света вспыхнули, а затем слились в один перед объединенными крайними горами, образовав массивный золотой вихрь. Вихрь был размером в несколько акров, из него вырывались бесчисленные руны, а также всплеск огромной силы, вызывавший у человека чувство удушья. Черно-белый шар молнии был немедленно притянут к центру вихря силы всасывания, на котором золотой свет и черно-белая молния переплелись в жестоком столкновении. Золотой вихрь вздрогнул от оглушительного грохота, а затем тут же распался на точке золотого света, после чего шар молнии появился снова и, казалось, был совершенно невредим. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он увидел это, и лазурный меч Лотос, вращающийся над его головой, внезапно исчез. В следующее мгновение под шаром молнии вспыхнули пространственные колебания, и лазурный Лотос снова появился, прежде чем превратиться в бесчисленные полосы лазурного меча, которые непрерывно поражали шар молнии. Даже грозный шар молнии был вынужден слегка дрогнуть перед лицом неустанного потока меча и был временно вынужден остановиться. Хань Ли был в восторге, увидев это, и немедленно изо всех сил вложил свою магическую силу в лазурный цветок лотоса. Количество полос меча, вылетающих из лазурного цветка лотоса, мгновенно удвоилось, а лазурный свет охватил практически каждый дюйм шара молнии, угрожая разорвать его в любой момент. Внезапно раздался глухой стук, и дуги молний, вращающиеся вокруг шара молнии, значительно сгустились, отталкивая все встречные потоки меча. В то же время сам шар молнии снова начал опускаться. На лице Хань Ли появилось серьезное выражение, когда он холодно хмыкнул, указывая пальцем вверх на лазурный цветок лотоса, и цветок мгновенно сильно увеличился в размерах, в то время как выпущенная им меча также стала заметно толще. Однако массивный шар молнии все же в мгновение ока исчез в лазурном цветке лотоса, и цветок лотоса начал неистово вращаться, высвобождая неустанный поток меча в попытке разорвать шар молнии в клочья. Однако в следующее мгновение внутри лазурного цветка лотоса внезапно раздался пронзительный визг, и его лепестки начали вздуваться и деформироваться, быстро расширяясь. Хань Ли был очень встревожен, увидев это, но прежде чем он успел что-либо сделать, сверху внезапно раздался потрясающий взрыв. Лазурный меч Лотос мгновенно взорвался среди бесчисленных дуг черно-белых молний, превратившись обратно в 72 летающих меча, которые значительно потускнели и разлетелись во все стороны. Из-за духовной связи Хань Ли с мечами его лицо слегка побледнело, когда он вырвал несколько глотков крови, а его аура также была несколько ослаблена, но у него не было времени обращать на это внимание, поскольку он поспешно поднял рукав вверх. 72 летающих меча немедленно полетели обратно в его рукав, а черно-белый шар молнии снова начал опускаться. Объединенные крайние горы начали медленно вращаться на месте самостоятельно, высвобождая бесчисленное количество рун разных цветов. В то же время слой полупрозрачного света вспыхнул на поверхности горы, и она приобрела почти прозрачное качество, когда поднялась вверх, чтобы встретить нисходящий шар молнии. Раздался глухой удар, когда шар молнии ударил в вершину горы, и бесчисленные дуги черных и белых молний вырвались вперед, бомбардируя гору с разрушительной силой. Объединенные крайние горы сильно дрожали, изо всех сил сопротивляясь черно-белой молнии, и Хань Ли также без каких-либо оговорок впрыскивал остатки своей магической силы в гору, заставляя ее сиять так же ярко, как раскаленное солнце. Шар молнии и горы крайности начали непрерывно дрожать, когда во всех направлениях разразились ударные волны среди оглушительных взрывов. Казалось, что по силе они были равны, и со временем шар света становился все меньше и меньше, но магическая сила Хань Ли также быстро расходовалась. И если бы не тот факт, что магическая сила Хань Ли была гораздо более обширной, чем у среднего существа на стадии интеграции тела, она, скорее всего, уже была бы полностью исчерпана. Несмотря на это, выражение лица Хань Ли стало чрезвычайно мрачным, когда он обнаружил, что его магическая сила иссякнет прежде, чем объединенные горы крайностей смогут полностью свести на нет шар молнии. Однако Хань Ли тщательно подготовился к этому прорыву, поэтому он подготовил несколько довольно рискованных контрмер для ситуации такого рода.
Таким образом, он сразу же стиснул зубы, резко забрав свою магическую силу из объединенных гор крайностей, а затем взмахнул рукавом в воздухе, чтобы высвободить чернильно-черный браслет, который мгновенно увеличился примерно до 10 футов в размерах. Сразу после этого в воздухе разлилась вспышка яркого золотого света, когда он превратился в гигантскую золотую обезьяну. Золотое тело происхождения, расположенное над ним, затем распалось на точки золотого света, а затем в мгновение Эйка исчезло в теле гигантской обезьяны, в то время как Хань Ли быстро положил руку на свою голову, чтобы высвободить золотую зарождающуюся душу. Зарождающаяся душа взмахнула рукой в воздухе, и из тела гигантской обезьяны вылетело несколько настоящих духовных проекций. Эти проекции немедленно погрузились в тело зарождающейся души, после чего зарождающаяся душа влетела в тело массивной обезьяны полосой золотого света. В следующее мгновение гигантская обезьяна издала оглушительный рев, яростно ударив себя в грудь. В то же время по всему его телу появилась серия пурпурно-золотистых чешуек, а на голове появился лазурный рог. Еще более поразительным было то, что у гигантской обезьяны выросли 2 дополнительные золотые головы на плечах и 4 дополнительные чешуйчатые руки из ребер. Однако только 2 головы и 2 пары рук выглядели солидно, в то время как другая голова и пара рук напоминали размытые проекции. Хань Ли раскрыл свое тело святой Нирваны, и хотя это была всего лишь вторая трансформация Нирваны, она явно была значительно улучшена по сравнению с предыдущей. Если бы Хань Ли мог воплотить все 3 головы и 3 пары рук в материальную форму, то он бы овладел третьей трансформацией Нирваны.